Господи, благослови. Послание Державного Патриарха Зосимы всем живым людям. Христос воскресе, мои дорогие друзья! На днях у нас вновь был суд, где продлили еще на 2 месяца тюремного заключения. Там мы, официально подготовившись с фактами, смогли впервые явно заявить о себе, что мы живые люди, а не мертвые физлица. Дело в том, что я очень хотел посмотреть на реакцию судей, прокуроров и следователя. Все думал, чем и как они будут оправдывать свои деяния. И вот начался суд, и я первый сказал сразу, что у меня отвод лжесудьям, и стал говорить: сие дело уголовное на основании статьи 19 УК РФ может возбуждаться только на физлиц, и все любые дела уголовного преследования возбуждаются только на физлиц. Но ваша Конституция РФ явно не отождествляет термин «физлицо» ни с человеком, ни с гражданином. Тогда на каком вы основании нас, живых людей, созданных Богом, против вашей Конституции судите, как физлиц? Вы можете доказать, что физлицо – это человек? Ибо любое обоснование этого слова, которое находится в книгах, словарей, а также русского языка, четко проявляет, что физическое лицо – это, во-первых, вещь среднего рода, во-вторых, не одухотворенный, не одушевленный предмет, в-третьих, это часть головы без воли, без чувств, без чести и достоинства. Это труп. И это мертвое тело. Итак, сошлитесь на закон, который может доказать, что физлицо – это человек. Но, друзья мои, я увидел растерянность этой сатанистки в черной похоронной мантии. Она, потерявшись, говорит, мол, не нужно ей задавать вопросы, это не по регламенту. То есть она умерщвляет живых людей России, загоняя под мертвый статус физлица, нарушая все права человека, унижая достоинство и по факту лишает нас прав защищать себя, потому как эта защита возможна только в статусе физлица. Понимаете, друзья мои? И когда я увидел явно эти преступления против людей России и исполнил пророчество, что нашу Русь захватят иудеи и будут уничтожать так хитро, что люди сначала не поймут этого. И как святой Паисий Святогорец говорит, что иудеи в России, стоящие у власти, так сделают, что в один миг отвернутся все страны от России. Понимаете? Так вот, после того, как я увидел, что они явно судьи, понимая, что делают, и я доказал им, что это преступление против людей, ибо, повторюсь, на основании законов всего мира физлицо – это не человек и даже не гражданин, понимаете, люди? И статья 19 УК РФ четко определяет, что эта РФия не имеет права судить людей вообще. Поэтому по регламенту судебному, вопросами и ответами, человек сам себя отождествляет физлицом. Но я желал посмотреть, как они себя будут вести после моего явного обоснования. И когда увидел, что им, судьям, ответить нечего, и они пошли в наглую творить преступления против людей живых, то есть они вышли все и посовещались полчаса, и когда вернулись, стали полностью нас игнорировать. Понимаете? И вот тут у меня развязались руки. Я увидел их явную сущность и желание уничтожить Святую Русь, всех людей. Тогда, мои дорогие, я стал с ними говорить, как с проклятыми сатанистами, не имея никакого сожаления или уважения. Я снова задал вопрос. Много ли ты, ведьма в мантии, уже умертвила людей живых? Вы же все судьи, прокуроры, следователи, являетесь иноагентами и зарегистрированы как фирмы торговые в Англии, под номерами, так называемые правительства РФ, и зарегистрированы в США, как частная иностранная коммерческая компания. Правительство РФ ФКУ, ДАНС номер
531-298-725 зарегистрирована на имя Медведева Дмитрия Анатольевича и имеет СИК-код 9111, присвоенный правительством США для бизнес-компаний. Чтобы определить бизнес этих учреждений, классификация СИК охватывает все виды деятельности. То же самое относится ко всем органам так называемой юстиции РФ, так как все они зарегистрированы в Министерстве труда США, англо-американская регистрация. Генеральная прокуратура РФ, ДАНС номер 531-330-647. Следовательный комитет РФ, ДАНС номер 531-648-834. Министерство внутренних дел РФ, ДАНС номер 683-530-373. Федеральная служба судебных приставов РФ, ДАНС номер 683-534-901 и 363-447-720. Конституционный суд РФ, ДАНС номер 531-335-947. Верховный суд РФ, ДАНС номер 531-233-531. Также в Министерстве труда США зарегистрированы такие структуры РФ, как Министерство обороны РФ, ДАНС номер 506-860-664. Государственная дума РФ, ДАНС номер 531-228-988. Федеральное собрание РФ, ДАНС номер 531-235-092. Финансовая налоговая служба РФ, ДАНС номер 531-324-159. Министерство финансов РФ, ДАНС номер 531-213-530. Министерство энергетики РФ, ДАНС номер 531-646-429. Министерство регионального развития РФ, ДАНС номер 531-646-764. Федеральная служба безопасности РФ, ДАНС номер 362-298-329. Министерство транспорта РФ, ДАНС номер 531-645-986. Министерство имущества и земельных отношений РФ, ДАНС номер 531-674-375. И поскольку все вышеперечисленные структуры РФ зарегистрированы как юрлица, то есть власть они имеют только на юрлиц, должностных лиц и физлиц, но узаконивать открыто, что все люди в России, Украине и Белоруссии являются физлица, мертвые персоны на бумаге с данными ФИО и так далее. Это явно люди увидят, поэтому власти делают все хитро, понимаете? А им совсем не нужен шум против этого. Но в нашем случае они наткнулись на камень, на живого Иисуса Христа, Бога нашего. И мы, христиане, обязаны разбудить людей. Понимаете, какая у нас обязанность? И как высоко вас поставит Бог. Посему храните мир в исповедничестве нашем. РФ – это не государство, а юрлица с физлицами. Поэтому и в 19 статье УК РФ они пишут, что могут возбуждать уголовные дела только в отношении физлиц. Если бы они по закону имели власть над нами, людьми Святой Руси, то они бы давно дали мне пожизненный срок. Ибо если кто-то, согласившийся быть физлицом, не понимая этого, и он на суде скажет какое-то оскорбление судье, им сразу добавляют срок, моментально. Но я их назвал убийцами, иноагентами, предателями России.
Я говорил на этом лжесуде, чтобы вы сдохли все убийцы, чтобы ты сдохла ведьма в мантии и многое другое. Но эти звери-сатанисты вынуждены терпеть меня. Но почему? Потому что они боятся, что к народу это выльется. Потому что они знают, что это преступление, которое они творят, относится ко всем людям. Они знают, кто они, чужие, пришедшие убить и погубить. Поэтому эта лживая судья Ленинского района, не Хуртина, другая, крашеная, зачитывает мой отвод и даже не указала ни одного моего слова о физлице. Понимаете? Пока находилась дочка Еноха и другие адвокаты на суде, эта ведьма молчала с красным лицом. А как только все ушли, она мне вслух сказала, хоть бы тебя в камере задушили, и пожелала открыто, чтобы я сдох. И это люди слышали, и Енох, и Симеон. А владыка Енох сказал, наконец-то открыло свое лицо, и мы по душам обменялись любезностями. Вот так, друзья мои. Они, конечно, могут, как и сейчас, в наглую обвинять меня, что я грубо отозвался на властей РФ, но скрывают, что я зачитывал тексты святых отцов. И чтобы люди не поняли этого, они просто выставляют нас как нарушители режима, мол, террористы и так далее. Но есть одно «но». Во-первых, я был там не один, и им придется допрашивать людей, которые скажут, из-за чего я их так назвал. Но им это нельзя делать. Они же лицемеры и боятся, что люди узнают, кто они такие, понимаете? Но следователь такой лукавый и бессовестный, Бондарь ДД, когда я сказал, что он предатель Родины и так далее, тот с красным лицом и ненавистью мог только сказать, что твоей обители и людям там живущим, там будет плохо, что он отомстит мне через людей наших. Вот что только мог ответить этот предатель Родины. То есть все они только доказывают, что они предатели и сатанисты, убивающие население людей в Триединой Руси. Но что еще доказывает это? О лживости РФ. Постановление закона президента РФ Ельцина от 25 декабря 1991 года, номер 2094-1, глумливый документ начинается со слов «Закон РСФСР», а заканчивается подписью пьяницы Бориса Ельцина, уже как президента РФ. Во-первых, это невозможно. Во-вторых, отсутствует само постановление о волеизъявлении народа. То есть переименование РСФСР в РФ без постановления быть не может. Всех обманули. И закон РСФСР подписал один человек, президент РФ Ельцин. Это глумление над всеми людьми. Если это невозможно было тогда оформить юридические законы, то и впоследствии невозможно. И это все не я пишу. Вот зачитываю вам ответ от Министерства юстиции РФ от 21.02.2018 года, номер 13-245 ОВ, от замдиректора Департамента развития законодательства ЮВ Зудова. Он пишет: сведению о наличии акта, вводящего в действие закон РСФСР от 25.12.1991 года, номер 2094-1, об изменении наименования государства Российская Советская Федеративная Социалистическая Республика, не имеется. Таким образом, РФ само про себя заявляет, что она до сих пор незаконна, понимаете? И это документы. Также часть 2, статья 67 Конституции РФ на обладание суверенитетом и на осуществление своей юрисдикции на континентальном шельфе на дне морском, что исключает наличие у РФ собственной территории совсем. Без территории нет и государства, не может быть и граждан. Поэтому всех людей, так называемых граждан РФ, кто платит налоги и ННН, в 198 статье УК РФ назвали физлицами. Но, как я раньше говорил, что если соединить граждан с физлицом, то это преступление антиконституционное,
против Всеобщей декларации прав и свобод человека от 10 декабря 1948 года. Вот почему в статье 19 УК РФ говорится, что уголовному преследованию подлежат только физлица, но судят живых людей. Понимаете, мои дорогие? У РФ нет полномочий на людей, на человеков. Поэтому они хитро, насильно загнали людей в статус мертвецов, рабов без воли, физлицо. Оно среднего рода. И отвечать за рабов они не будут по закону, потому как это мертвое тело. Но за то, что насильно судят живых людей, не принявших оферту, предложение стать физлицом, за это они будут отвечать. Ибо это нарушение всех законов против свободы человека. Посему, если вы не услышите, люди, сейчас это, то Господь пошлет великие скорби, голод, войну, болезни, язвы, гонения и так далее, чтобы через страдания народ осознал свое истинное отечество, царское достоинство. То еще время до захвата власти иудеями на Руси, до 1917 года. И святые наши говорят про это, что русский народ вспомнит, кто он. Тогда произойдет великое разделение Божье. Люди выйдут из статуса мертвых и рабов иудеев, и будет это истина от Бога, и неформально. Святой Паисий Святогорец. Я вот все думаю, когда потерял русский человек свое достоинство, честь, праведность, когда выгода стала больше и дороже, чем вера в Бога, чем семья, чем люди, с кем живем бок о бок. Здесь говорю не за всех, а за тех, кто понимает, но продолжает жить в мнимом государстве РФ. Ибо о какой чести можно говорить, когда твоих родителей, детей, супругу называют открыто физическим мертвым лицом, рабом иудеев, а ты еще и благодаришь их, платишь налоги и так далее. За что благодаришь? За то, что хулят Бога нашего, уничтожают веру православную? За то, что умертвили всех твоих родных и детей? За это? И где же тут достоинство и честь, когда государство, в кавычках, умертвило заживо твоего ребенка, а ты еще платишь им за это? Да еще если осознавать, что РФ зарегистрирована в США и Англии, то кого ты благодаришь и кому платишь налоги? Вот есть документ от 28 сентября 2020 года, номер 1555, Москва, об утверждении правил предоставления субсидий из федерального бюджета на функционирование Координационного центра Россия-НАТО. Правительство Российской Федерации постановляет утвердить прилагаемые правила предоставления субсидий из федерального бюджета на функционирование Координационного центра Россия-НАТО с печатью. Председатель правительства РФ Михаил Мишустин, 469-68-18. И далее расшифровка. Размер ежегодной субсидии рассчитывается по формуле. Субсидии в год равно ЗП. Это оплата труда в соответствии с коллективными и трудовыми договорами работников организации и начисление на нее. Плюс С. Оплата услуг связи. Плюс КС. Оплата аренды каналов передачи данных. Плюс КР. Оплата командировочных расходов. И по этой формуле все расписывается, то есть все обязанности. Например, С. Оплата услуг связи рассчитывается ежегодно на основании стоимости заключенных договоров на приобретение услуг по данным предыдущих лет и ожидаемых объемов услуг на планируемый год. Здесь везде говорится о том, что РФ – это организация, ну и все оплаты. Ну а что касается всего простого народа Руси, который не понимает, что происходит, то и не лишают таких ни чести, ни достоинства, ибо по факту сами власти, умерщвляя всех людей, обманывают, как не имеющих чести и достоинства, считают человеков как товар, рабов мертвых, физлицами. Посему и должен народ разделиться не в угоду так называемому государству, не в угоду властям иудеям в России,
Так говорит святой Паисий Святогорец. А тех, кого я назвал лишенных чести, это те, кто осознанно будет умерщвлять людей, те, кто осознанно за пайку хлеба будут и уже работают на христоубийц иудеев. Про таких святой Серафим Саровский сказал, что это бунтовщики, те, кто будет явно против Божьего помазанника, против Церкви Христовой. Посему, мои дорогие, не огорчайтесь на меня, не про народ я сказал «нет чести», а про тех, кто осознанно идет против народа и Бога. Это все, кто пожелает остаться физлицом явно. Но у мертвецов не может быть достоинства, а мое дело отдать жизнь за Бога и за людей, за вас, мои дорогие. И Бог мне открывает, что мы еще послужим Христу в духе и истине. Также хочется сказать еще раз о гражданстве РФ. Его нет, это обман, ибо у физлиц нет гражданства. Зачитаю вам ответ замначальника СВ Силина. Главное управление МВД России по городу Санкт-Петербургу от 18.04.2018 года. Регистрационный номер 3/18705-690-870. Ответ на запрос о гражданстве. Что паспорт не является документом, удостоверяющим гражданство РФ. Поэтому я вам и разъяснил, что еще в Конституции РФ в статье поставили запрет на получение гражданства РФ. Почему? Потому как в этой статье 6 еще с 1993 года сказано, что гражданство приобретается на основании федерального закона. Но в момент вступления в силу Конституции РФ 1993 года не было ни одного гражданина РФ, а значит не могло быть и федеральному закону, по которому можно принять гражданство РФ. Ибо если не было в то время ни одного гражданина, то кто изберет депутатов РФ, чтобы они создали федеральный закон о гражданстве? Ибо по 97 статье Конституции РФ депутатами могут быть только граждане РФ, которых в свою очередь должны избрать граждане РФ. Но их не было ни одного, понимаете? Везде ложь. Властям иудеям не нужны граждане, им нужны физлица, мертвые рабы. То, что везде ложь, приведу пример, как они иудеи работают. К примеру, статья 107 Конституции РФ гласит: принятый федеральный закон в течение 5 дней направляется к президенту РФ для подписания и обнародования. Президент в течение 14 дней подписывает федеральный закон и обнародует его. Отсюда следует, что у президента РФ есть 19 дней для подписания и обнародования закона. Рассмотрим федеральный закон 40 о Федеральной службе безопасности ФСБ, принят Госдумой 22.02.1995 года, подписан президентом 03.04.1995 года. Как видно, нарушен конституционный срок подписания и обнародования, следовательно, закон не имеет юридической силы. Чтобы не быть голословным, обратимся к постановлению КС РФ от 20.05.1992 года, номер 6П, и определению КС РФ от 19.04.2001 год, номер 650, в которых Конституционный суд четко установил, что законы, принятые с нарушением сроков подписания, устраняются из правовой системы государства и не подлежат применению. Понятно, закон не действующий, но контора продолжает работать. Итак, у них, иудеев, обман во всем почти. Все силы поставлены так в РФ, чтобы простых людей загнать в мертвый статус и уничтожить. А еще для того, чтобы они, иудеи, были под защитой от народа, нас с вами. Вот закон РФ от 26.06.1992 года. Но как мог быть закон РФ, если не было в это время граждан РФ? Ну да ладно, продолжим.
Этот закон под номером 3132-1, редактированный от 10.07.2023 года с изменением от 27.11.2023 года о статусе судей РФ, статья 6. Требования и распоряжения судей обязательно для всех госорганов, юрлиц и физических лиц. И ни слова о людях живых, ни слова о гражданах. Понимаете? Они не имеют права судить нас, и все равно это делают насильно или обманом. Можно было много еще вам сообщить, но кто имеет верность Отечеству, тот услышит. Благословляется распространять и добавлять в видео другие факты. И делать это периодически. То есть чаще, чтобы люди спаслись от этой беды всеобщего обмана. Жить в обмане – это значит вне истины. Для чего это делается врагами? Чтобы изменить представление обо всем, что окружает. Спасайтесь, мои дорогие. Всех люблю, как умею. С Богом. Державный Зосима.